the truth. Приветствую всех, с вами Хултым, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parade. В предыдущей серии у нас происходил тотальный эпик. Блин, тотальный побег. Потому что нам, мы, конечно, не зафейлили из-за нашего решения, мы не зафейлили миссию, нам ее зафейлили, зафейлила одна мадама, генеральша, которая узнала, что мы, являемся разыскиваемым человеком из какой-то семьи. Получается, мы жили когда-то на противоположной стороне фронта в виде обычного мальчишки, мы не военные. Мы не были военным, как я понял. Вот. Вот. И нас подстрелили, но я думаю, по аватарке будет видно, что... Да, посмотря какая будет именно имеется в виду шапочка на видео. Подстрелили Руф. Опять-таки из нее черная кровь пошла, но я думаю, что 100% Руф жива. Вот чисто вангую, потому что все-таки это черные отступники, а как мы знаем, они не умирают. Сами они говорили, что черные отступники могут легко забирать мертвых собратьев и воскрешать их. Если, конечно, это правда. Ну а сейчас давайте посмотрим, что будет дальше. Но перед этим подпишитесь, кто не подписан на канал, а то зрители, именно процент зрителей, которые смотрят видео наше прохождение на канале без подписки у целых 45%, а остальные 55% уже с подпиской. Это как-то не очень. Давайте именно так вы нашу семью пополните, и вам будет легче, вы будете первыми узнавать о выходе новых видеороликов. А так, поперли. Вперед. Сперва был звук шагов. Потом я с трудом открыл глаза. Правда, сразу же зажмурился из-за яркого света, льющегося из окна. Проснулся? Проснулся? О, я заморгал и непонимающе уставился на белоснежную форму Вагнера. Он сел на стул рядом с постелью и посмотрел на меня. Вы провалили задание. Задание? Вы о чем? Только не говори, что у тебя снова амнезия. Нет, я все помню. Просто не сразу сообразил. Секунду. Я осторожно покачал головой. Вроде ничего не болело. Вагнер усмехнулся. Не то проверяешь. Ранена нога, а не голова. Я откинул одеяло и заметил на середине бедра тугую повязку. Не беспокойся, пуля лишь оцарапала тебя. Я снова накрылся одеялом. Как долго я спал? Достаточно, чтобы заставить всех нас беспокоиться. А Руф? Ее похоронили? Этот вопрос застрял в горле. Его горечь разливалась во рту и проникала в самое сердце. Вагнер прищурился. Все внутри замерло в ожидании ответа. Нет, с ней все в порядке. Серьезных повреждений ни у кого, кроме тебя, нет. Что? Не может быть! От неожиданности я наклонился вперед. Я вам не верю. Я видел, как ей прострелили спину. Потекла кровь. Перед глазами живо нарисовалась картинка. Я зажмурился, но она никуда не делась. Тебе показалось. Оливер уже давно сдал отчет, поэтому я в деталях знаю, что произошло в лагере. Что он сказал? Что ты вывалился из машины во время сражения. Еще тебе прострелили ногу, и ты потерял сознание. Ребята вернулись за тобой, сказали, что ты бредил, пока тебя несли в машину. Наверное, тогда-то ты и увидел смерть Руф. В смысле, в бреду или во сне. Все это рассказ Оливера? Все это рассказал Оливер? Но ведь он не мог видеть всего. Оливер был в кабине, а Руф застрелили в кузове. Значит, ему рассказала Хельга. Не думай об этом, Немо. Ты был ранен. Могло привидеться что угодно. Подозрительно. Неправда. Я хотел подняться, но Вагнер кончиком пальца надавил мне
на плечи, заставляя вернуться на место. «Успокойся, это приказ. Руф жива и хорошо себя чувствует. Ты слишком разволновался». Это Хельга сказала, что в Руф не стреляли. Разумеется. Я нахмурился. Наверное, меня подводит память. Хельга очень дорожит Руф. Она не стала бы врать. Ах, надо будет с этим разобраться. Я глубоко вздохнул. Руф жива, и я был очень этому рад. Руф жива, и я был очень этому рад, несмотря на то, что память подбрасывала совершенно иные воспоминания. Возможно, это странно, но когда Руф боролась с противником, мне показалось, что из нее вытекает что-то черное. Вагнер поднял брови и вдруг рассмеялся. «Думаю, ты сильно ударился головой. Скорее всего, в кузове было темно и грязно. Вот тебе и вы виделись всякие нелепости. Или кровь была венозной. Она темная, а ночь делает ее еще темнее». Я поджал губы. Стало неловко. Беззаботность Вагнера все больше заставляла меня сомневаться в собственных воспоминаниях. В лагере мне встретилась одна девушка с такой же фамилией, как и у вас. Вагнер? Именно. Я внимательно следил за его лицом, но на нем ничего, кроме удивления, не отразилось. Возможно, мы однофамильцы. Никакой загадки в этом нет. Он пожал плечами. Вот как? Ты выглядишь разочарованным, Немо. Нет, просто я удивился. На самом деле Вагнер угадал. Мне хотелось видеть не только его удивление, но и замешательство, страх. Вдруг этот неожиданно всплывший факт послужит ниточкой, ухватившись за которую я смогу манипулировать командиром. Я ошибся. Или нет? Я слишком плохо знал Вагнера и не умел правильно считывать его эмоции. А вдруг за этой безмятежностью скрывается самая настоящая тревога? Что будет теперь? Мы же провалили задание. Тут ты прав, задание выполнено чертовски плохо. Получается, мы все делали зря? Я бы так не сказал. Оливер передал мне все, что вам удалось узнать. Эту информацию я отправлю дальше. Решение о нападении будет принимать в штабе. Как вы думаете, есть ли смысл нападать? Наше появление во вражеском лагере должно было сильно их насторожить. Скорее всего, так оно и случилось. Возможно, тот лагерь уже расформировали, и смысла атаковать больше нет. Я опустил голову. Черт. Из хорошего могу отметить, что вы расстроили не только наши планы, но и их. Я слегка покачал головой. Закончим на этом, Немо. Скоро тебе придется вернуться к своим обязанностям. Не забывай наш уговор. Из-за постельного режима ты потерял много времени. Голос Вагнера стал ледяным. Он злился, и это нисколько не удивляло. Ходить ты можешь. Нога будет побаливать, но быстро заживет. Мне придется посещать тренировки. Да, но я попрошу сержанта Лемон давать тебе упражнения попроще. Я кивнул. Вагнер окинул взглядом казарму, посмотрел на меня, а потом вышел из комнаты. Оставшись один, я осторожно проверил каждую часть тела. Все шевелилось, боли не было, по крайней мере, пока я лежал в кровати. Я стал подниматься и тут спохватился. Листовка с моей фотографией. Судорожно оглядевшись, я не заметил ни ее, ни своих штанов, в казарме в кармане которых был спрятана бумага. Знал ли об этой листовке Вагнер? В курсе ли кто-то из отряда? Если ее обнаружат, к каким последствиям это может привести? Нарастала паника, но я усилием воли ее подавил. Если она оказалась в чьих-то руках, рано или поздно я все равно об этом узнаю.
Вот тогда буду думать, как поступить. Принимать решение сейчас, только себя нервировать. Я встал с кровати. На удивление, нога почти не болела. Захотелось развязать бинт и посмотреть, что с раной, но... Но передумал. Мало ли, какую инфекцию я мог туда занести. На тумбочке лежала свежая униформа. Я переоделся и подумал о расследуемом преступлении. Пора было к нему вернуться. Необходимо продолжить расследование. Если меня не подводит память, последней уликой, которую я нашел, было объявление о наборе отряда миротворцев. Мне нужно поговорить с Вольфгангом и попробовать узнать, что его связывало с убитым генералом Бернальдом Шульцем. Так, вот она, эта фигня. Пройти эпизод самостоятельно, разумеется. Так, давайте проверим. Ну тут ни хрена нет, как я понимаю. Красивые цветы, не ожидал увидеть их здесь подобное. Смотри сюда, не есть бобы на ночь. Может мне самому напомнить об этом Вольфгангу, раз он все время забывает. Да. Оказывается, тут есть любители книг. Мне хорошо известна классическая проза. Может, я тоже люблю читать? Не уверен. Кровать Якова. Лучше не буду к ней прикасаться, чтобы не услышать новые обвинения. Ладно, тут бесполезно что-либо искать. Что надо? Расспросить Вольфганга о Бернальде Шульце. Так, давайте тогда что? Куда? Может, наверх? Может, к Вагнеру, Что будет, если к Вагнеру? Мы можем к Вагнеру зайти. Так, это мы уже видели. Не бойся нового, бойся остаться в прошлом. Я занес руку, чтобы постучать, но меня остановили голоса, негромко доносившиеся из-за двери. Женский голос. Дорис и Вагнер? Простите, что прихожу к вам с этим вопросом, но, наверное, Омину, то есть Немо, пора все рассказать. Нет, не пора. Когда придет время, я отдам нужный приказ. Да-да, вы правы, но... Иногда он выглядит таким потерянным. Немо все поймет. Обещаю. Я уже ответил. Хочешь поспорить? Хочешь поспорить? Нет, не поймите, пожалуйста, неправильно. Просто я не знаю, почему мы молчим. Кто-то из них глубоко вздохнул. Скорее всего, Вагнер. Я не смел пошевелиться. Полагаешь, у Немо в самом деле амнезия? Нам стоит ему верить. А вы сомневаетесь? Сомневаюсь ли я? Конечно. Пусть пройдет проверку временем. Если он в самом деле ничего не помнит, мы поймем. Но если Немо лжет, обязательно проколется. Поэтому вам стоит внимательно за ним следить. На этот раз долго молчала Дорис. А вы звонили в главный штаб? Что-то про него узнали? Да, звонил. Выяснить его личность оказалось не так просто. Нужно подождать. Я все поняла. Спасибо, что уделили время. Пожалуйста, а теперь иди. Мне нужно работать. Я отскочил от двери и спустился на первый этаж. Кое-как успел скрыться в библиотеке и через несколько секунд услышал за дверью чьи-то шаги. Когда дыхание успокоилось, я прислонился к стене. Вагнер ей врал. Скорее всего, и мне тоже. Чего он хочет на самом деле? Смогу ли я разобраться в его интригах? И помогут ли они мне вспомнить прошлое? Пока что не ясно. Толстой, Гюго, это все было. Вот и причина, почему надо по всему шастать. Вообще везде шастать и все проверять. Давайте пойдем проверим. Пойдем проверим вообще тут всякие штуки. Почва, это все было. Коробка пуста. Так, все лежит. Протоколы, фото. Все на месте. Хорошо. Ну все. Тут больше ничего нет. Ладно, пошлите. Пустота. Так, мы живы. Так, ладно, мы сюда пошли. Ну куда? В столовую? Может, он в столовой?
Руф! Приветики. О, сейчас мы и устроим. Привет, Немо, как ты себя чувствуешь? Я не смог сдержать удивление. Руф, ты действительно жива? Ха. Ха. Руф подняла брови и уперла руки в бока. Ты хотел меня похоронить? Я живее всех живых. Руф улыбнулась, но что-то в ее взгляде показалось мне грустным. Как ты себя чувствуешь? В тебя стреляли. Руф нахмурилась и замахала рукой у своего носа. Что за чушь ты несешь? Никто в меня не стрелял. Это я ловко прибила всех врагов. Да, очень ловко. Да, лжец из тебя, Руф, никудышный. Даже еще хуже, чем мы. Вагнер сказал то же самое, но картина с простреленной спиной Руф застыла перед глазами и с удивительной четкостью всплыла в памяти. Я видел, как в тебя попала пуля. Ну что ты говоришь? Если бы все так и было, я бы тут не стояла, верно? Руф подошла ближе и неловко закинула руки на мои плечи. Ей не хватало роста, поэтому рука то и дело сползала, пока Руф не ухватилась за край моей жилетки. Ой. Наверное, я тогда падал или сражался. Во время боя тело может принимать очень странные позы, а юбки у девчонок весьма интересно. Подожди. А юбки у девчонок весьма... Фу. Может, весьма интересные, но получается, давай весьма интересные. Не меняй тему. Почему ты врешь? Руф опустила руки и отошла. Так вот, как ты обо мне думаешь. Я не предполагала, что наша дружба так быстро закончится. Я нахмурился. Скажи правду. Я и говорю, но ты мне не веришь. Даже командиру не веришь. Слова Руф заставили меня насторожиться. Откуда ты знаешь о Вагнере? Что значит откуда? Он наш командир, между прочим. Все, мы о нем знаем. Откуда ты знаешь, что мы с Вагнером говорили на эту тему? Руф замерла. О, попалась! Значит, Вагнер ее сообщил ей заранее. Попалась, Руф. Ты же сам это сказал. Не говорил. Значит, намекал. Не води меня за нос. Очень надо, я же сказал тебе, все привиделось. Ты потерял много крови. Кстати, как твоя нога? Я не отводил взгляда. Сначала Руф отвечала молчаливым вызовом в глазах, а потом не выдержала и отвернулась к окну. Ты видишь, что я жив. И стою перед тобой, чего еще надо? Не превращайся в Якова и не донимай меня глупыми вопросами. Я все еще упрямо смотрел на затылок Руф. Дважды она порывалась повернуться, но как будто каждый раз сама себя останавливала. Мне не на что надеяться, кроме как на твою дружбу, Руф. Никто ничего не говорит, а все мои попытки узнать больше, чем позволено, всегда пересекаются. Молчит Вагнер, молчите все вы. Я один на один с тайной, а ты мой союзник. Я не ваш враг и вряд ли им когда-то стану. Поэтому, пожалуйста, Руф, помоги мне разобраться со всеми секретами. Руф опустила голову и обхватила себя руками. Наконец она медленно ко мне повернулась. Ты не один такой, Немо. Я бы очень хотела помочь, но не могу. По разным причинам не могу. Не спрашивай о них. Просто знай хотя бы это. Я кивнул. Другого ответа и быть не могло. Ну, как говорится, секретики. Да. А кухня? Может, Дорис на кухне? Не. Ну, пошлите дальше. Так, с ней поговорили. Кстати, надо будет вообще найти хороший кадр для превьюшки, не забыть. А то время быстро летит. Ну ладно. Костельная. Кто-то есть в костельной? О, а вот наша Хельга. Ну что ж, теперь поговорим с ней. Сейчас расспросим абсолютно всех, потом пойдем. Я уже знаю, куда, мне кажется, надо идти в кладовку, но я туда пойду в последнюю очередь. Сначала обойдем вообще всю вообще все обойдем вокруг, чтобы не пропустить ни одного персонажа, а потом уже пойдем на основное. Хельга стояла возле одной из полок с постельными принадлежностями. Привет, боец, как самочувствие?
Хельга кивком указала на мое бедро. Болит? Немного. Что произошло с Руф? А что с ней? Ей прострелили спину. Да? Ты не видела? Хельга неопределенно пожала плечами. Я посмотрел по сторонам. Хельга равнодушно наблюдала за мной. Ты ничего не вспомнил? Ты ничего не вспомнил? Мне не хотелось говорить о найденной листовке с моим портретом, поэтому я просто покачал головой. А почему бы не послать прошлое к черту? Я не могу. Вместо этого боец шлет к черту меня? Я улыбнулся. Хельга тоже. Ты считаешь мои воспоминания ненужными? А зачем они тебе? Хочешь вернуть былое? Не только. Они нужны мне, чтобы продолжить жить. Внезапно Хельга рассмеялась. Ха, слишком пафосно, не находишь? Я смутился. А ты бы смогла обойтись без прошлого? Она выпрямилась. Да. Ты не можешь знать это наверняка. Я много раз об этом думала и все равно приходила к одному и тому же ответу. Я сдержался, но неудобный вопрос так и норовил сорваться с губ. Спрашиваю уже, вижу, что тебя не имется, но я все равно не отвечу. Тогда не буду спрашивать. Молодец. Ты ничего о себе не расскажешь? А тебе мало той Хельги, что прямо сейчас стоит перед тобой? Думаю, скрытность Хельги не позволяет людям по-настоящему с ней сблизиться. Хельга крутанула головой, отбрасывая волосы за спину. Неужели тебе не нужны друзья? Ты слишком пессимистично смотришь на мое поведение, Немо. Знаешь, что бы я сделала, не будь в мире войны? Я покачал головой. Хельга с широким зевком потянулась. Я бы угнала самую крутую машину и в одиночку бы мчалась к самому горизонту. По какой-нибудь выжженной пустыне, чтобы всегда видеть перед собой заходящее солнце. Звучит заманчиво, не находишь? Из-за внезапного откровения Хельги я не сразу ответил. Тебе нужна именно угнанная машина? Не обязательно. Если бы у меня было достаточно денег, я бы сама ее купила. Но мне никогда столько не заработать. Поэтому я решила, что она будет угнанной. И долго бы ты путешествовала таким образом? Всю жизнь. Это не слишком? А ты, я смотрю, приземленный мальчик и совершенно не умеешь фантазировать. Мечта позволяет проще относиться к реальности. Я не понимаю. Объяснять не буду. Скажи, а ты хоть о чем-то мечтаешь? Хельга усмехнулась. Вернуть свои воспоминания. Кстати, хочешь покурить? Я не курю. Может, попробуешь? Вдруг старая привычка даст себе знать. Я прислушался к телу, но желание раскурить сигарету не возникало. Нет, не хочу. Что ж, наверное, я тоже не буду. Так ты придумал себе мечту? Пока у меня нет никакой мечты. Живи так, если веришь в свои стремления. А твои стремления? Хельга махнула рукой. Мои стремления нереальнее мечты. Бесполезно о них думать. Выходит, только мечта помогает тебе жить. Я живу, потому что хочу жить, а мечтаю, потому что живая. Здесь нет философии. Есть реальность, которую приходится принимать. Я покачал головой. Ты со мной не согласен? Я просто немного запутался в твоих мыслях. Иногда я ловлю себя на том же. Хельга направилась к столу. Было приятно поболтать с тобой, Немо. Надеюсь, однажды ты вспомнишь прошлое, но вероятнее всего пожалеешь об этом. Почему? Просто мне так кажется. От хорошей жизни амнезия не наступает. Это могло быть случайно. Да, могло, и лучше бы тебе в это верить. Хельга села за стол. Мне надо разобраться с грязным бельем, Немо. А если не хочешь помогать,
то лучше иди по своим делам и не дразни меня своим бездельем. Ну, как скажешь. Пошлите дальше путешествовать. Ну, блин, интересная такая вещь. Эх, что-то прям совсем нехорошее у них произошло. В прошлом, прям совсем нехорошее. Пусто. Да, и намека ни на кого. Ну что ж, пошлите. Пошлите в кладовую, последнее место, которое мы не обследовали. Да? Да, я Вольфганг. Приветики. Вольфганг стоял ко мне спиной. Привет. Он вздрогнул и обернулся. Кажется, в этот раз он меня узнал. Привет, Немо. За этим последовало обоюдное молчание. Я заметил, как крепко он держал свой дневник и торопливо стучал указательным пальцем по ручке. Вольфганг посмотрел вправо, потом влево, опустил голову, а затем поднял ее. Вероятно, наедине со мной он чувствовал себя некомфортно. У меня есть дела. Нужно многое сделать. Я смотрел на него, Вольфганг не шевелился. И я пошел. Подожди, я хотел кое-что спросить. Если это не займет много времени, то спрашивай, я не обязан отвечать. Словно в подтверждение своих слов он закивал. Конечно. Вольфганг напрягся. Мне показалось, что у него выступили капельки пота на лбу. Ты знаешь что-нибудь о Бернальде Шульце? Я не могу ответить, пока не пойму. Зачем тебе эта информация? У тебя же проблема с памятью, верно? Как ты узнал? Его глаза округлились от удивления. Он раскрыл свою книжку и начал что-то быстро туда записывать. Что ты пишешь? Что ты знаешь о моей, проблеме? Это... Скажи, какие у нас отношения? Мы дружим? Мы мало общались и плохо друг друга знаем, а я хорошо к тебе отношусь. Вот как? Он еще некоторое время писал, бубня себе под нос и кивая. Наконец поднял голову и уставился на меня. Что ты хотел? Я спрашивал про Бернальда Шульца. Ты знал его? Может, что-то писал о нем? Вольфганг быстро зашуршал страницами и забегал глазами по строкам. Я терпеливо ждал ответа. Ага, заметно, что-то он увидел. Глаза округлились, значит, что-то увидел. Пока он читал, выражения его лица лихорадочно сменяли друг друга. То он сдержанно улыбался, то хмурился. Наконец Вольфганг посмотрел на меня каким-то застравленным взглядом. Ты что-то узнал? Ты не ответил на мой вопрос. Зачем тебе информация о Бернальде Шульце? Прости, у меня тоже проблема с памятью. Я знаю. У меня амнезия. Это тоже. Я не вел дневник, поэтому пытаюсь вернуть свои воспоминания другим способом, изучая прошлое. Вдруг где-то там я сам фигурировал. Ага. Вольфганг промолчал, снова что-то обдумывая. Я понял, ты можешь тоже завести дневник. И на случай новой амнезии записывать все, что с тобой происходит. Я глубоко вздохнул. Вольфганг неправильно меня понял. Я так и сделаю, но, видишь ли, перед этой амнезией я был непредусмотрителен, и сейчас пытаюсь все исправить. Думаю, информация о Бернальде Шульце мне поможет. Кто это? Генерал. Он был убит. Вольфганг снова забег глазами по строчкам. Такое в нашем разговоре уже случалось. Наверное, бесполезно его расспрашивать. Он в самом деле ничего не помнит. Но правда ли в его дневнике нет ни одного воспоминания об убитом? А если есть, расскажет ли он мне об этом? Попробую подойти к разговору иначе. Не надо искать. Можно я спрошу о другом? Вольфганг задумался, а потом неуверенно кивнул. Как получилось, что ты страдаешь от потери памяти? Ты ничего не помнишь?
Вольфганг сжался, а потом выпрямился и поднял плечи. Я не все забываю. Точнее, когда забываю, то обычно почти все, но не до конца. То есть потеря памяти у тебя не всегда полная? Да, у меня все записано, поэтому я храбро смотрю судьбе в лицо. А сейчас ты многое помнишь? Все, что прочитал в дневнике. У тебя один дневник? Да, но он скоро закончится. Хотя я предусмотрел этот пункт. Я мелко пишу, ведь было бы неудобно носить с собой несколько дневников. А истории пишу на отдельных листах. Вольфганг говорил быстро. Ты про историю о Хельге и Руф? Откуда ты знаешь? Я давал тебе почитать. Или ты тоже это заметил? Что именно? Вольфганг огляделся и одними губами прошептал. Химию. Ну, юный фанфикщиц, писатель фанфиков, вот он, Вольфганг, писатель фанфиков. Теперь ясно, кто он из Вольфганг. Я смотрел на него, он на меня. Несколько секунд, не больше. Так, когда ты, говоришь, начал вести записи? Я не говорил. Вольфганг спрятал лицо за закрытым дневником. Первая дата от 30 июля 1914 года. Значит, он начал вести дневник после смерти Бернальда Шульца, а сейчас ничего об этом не помнит. Я снова задумался о фотографии с изображением Вольфганга и убитого генерала. Как же мне узнать, что их связывало? Вольфганг ничего не помнит. Знают ли его товарищи об убитом что-то большее? Нельзя слишком настойчиво расспрашивать остальных, пока не вытрясу всю информацию из Вольфганга. Но тогда я возвращаюсь на тот же замкнутый круг. Внезапно меня озарило. Дневник! Там скрыты секреты Вольфганга. Возможно, я смогу что-то узнать. Осталось только придумать, как его раздобыть. Можно выхватить его сейчас и скрыться. Вольфганг все равно это забудет, а я смогу сразу раскрыть все его тайны. Или дождаться ночи, когда все в лагере уснут. Все, сохранение пошло, есть. Вот тут что, украсть ночью, лучше украсть ночью. Почему я думаю украсть ночью? Потому что, скорее всего, во-первых, об этом узнают абсолютно все. И, и Яков, и Оливер, Хельга, Руф и так далее. Все узнают об этом, и об этом узнает Вагнер. Мы так покажем свой непрофессионализм. Во-вторых, возможно, мы даже не сможем скрыться с его дневником. А спрятаться тут практически негде. Мы практически нигде спрятаться не сможем нормально. Так что лучше украсть его ночью. Так и Вольфганг будет спать, и никто не узнает об этом. Мы сможем легко вернуть его уже ночью. Так что будем действовать осмотрительно. Украсть ночью. Надо ждать. Ночь — самое подходящее время для кражи. Эти мысли заставили меня вздрогнуть. Спасибо за помощь, Вольфганг. Помощь? Да, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Мне тоже пора. Ой, мы одновременно двинулись к двери и столкнулись с плечами. Мне стало неловко. Проходи. Нет, сначала ты. Не став спорить, я вышел из кладовой, а следом за мной выскочил Вольфганг. То и дело, оглядываясь и прижимая к себе дневник, он выбежал из казармы. Возможно, в дневнике Вольфганга есть ценная информация, поэтому мне понадобится бумага и карандаш для записей. Где бы их найти? Я помню одно место, где она есть. Это в рубке есть карандаш. То, что я помню, в рубке есть карандаш. Карандаши есть в рубке. Отлично, карандашик есть. Карандаш нашли. Хороший карандаш, то, что нужно. Осталось только найти бумагу. Так. Ну-с. Давайте еще раз обследуем все на предмет вообще интересности. На предмет персонажей пока что. Так, а теперь надо найти бумагу. Но я помню, где бумага есть. Она есть в кладовой. Она в кладовой есть. Все эти штуки, бумага и всякий пенопласт. Костельная, да.
уже ни с кем мы поговорить не сможем больше. Да, никто не сдвинулся, значит тут все. Никто тут не сдвинулся, так что надо в кладовую лезть. Вот туда. Отлично, здесь много хорошей бумаги. Надеюсь, никто не будет возражать, если я позаимствую один листочек. Да что тут один листочек, блин, из огромной стопки. Теперь нужно дождаться ночи. Я с нетерпением дожидался ночи. Остаток дня пришлось выполнять мелкие поручения Оливера, чистить картошку, разбирать книги, мыть полы в коридорах. Никого из остальных членов отряда встретить не удалось. Оливер не говорил со мной о произошедшем в разведке, а я не поднимал эту тему. А вот и ночь. Ну а на этом мы и сохранимся. Наконец наступила ночь, и на этом мы заканчиваем нашу серию и продолжим уже в следующей. Надеюсь, вы остались довольны. В следующей серии уже мы украдем этот дневник и узнаем много интересностей о Вольфганге. Хоть это, конечно, плохо и все дела, но, как говорится, тут ты не сможешь приготовить омлет, не разбив яиц. Так. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, обсуждайте игру, предлагайте игры, критикуйте. Буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!